Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 22 января, понедельник, и предстоящая неделя будет у нас чрезвычайно насыщена важнейшими событиями, которые будут таковыми и для Соединенных Штатов, и для Европы, и, пожалуй, для всего мира. И сегодня я вам хочу рассказать один инсайт, который вам даст ключ к пониманию общей ситуации. То есть поможет вам открыть, открыть для себя главный вопрос, что за всем этим стоит и что можно с этим сделать. Итак, начнем. Митч МакКоннелл, лидер республиканского меньшинства в Сенате, как он обещал, хочет поставить на этой неделе вопрос в Сенате о пакете помощи, который включает в себя помощь 60 миллиардов долларов для Украины. Ему надоело вот эти бесконечные переговоры за закрытыми дверями. Ему надоела эта возня мышиная в Палате представителей, нечленораздельное мычание спикера Джонсона. Поэтому он принял воевое решение. Он пришел к абсолютному выводу, что дальнейшие переговоры за закрытыми дверями ничего не решат. Надо взрывать ситуацию, чтобы все стало ясно, кто есть кто и кто за что. В результате, как ожидается, Сенат должен принять этот законопроект, включающий помощь Украине. А потом за этот законопроект будет, как выразилась одна из американских газет, как граната брошен в Палату представителей, в которой царит полный хаос. Ну, действительно так. То есть Палата представителей раздирается на части, все воюют со всеми. Ну и опять назревает вопрос о том, что спикера надо убирать. Ну, во-первых, отмороженные трамписты, и вот эта, которая американская безуглая по фамилии Тейлор Грин, они считают, что он слишком мягкий и вроде склоняется к умеренным, что опасно для них, для их повестки дня. С другой стороны, так называемые рейганисты в Палате представителей считают, что он ведет какие-то закулисные игры с крайне правыми, то есть с трампистами, и что под его руководством никаких сдвигов в решении важнейших внешнеполитических вопросов, таких как, включая помощь Украине, добиться невозможно. Потому что, всем уже ясно, что если бы республиканцы действительно хотели добиться максимальных уступок от Белого дома, от демократов по вопросу о границе с Мексикой, то лучшего, не то что лучшего, а даже приблизительно такого же шанса, как сейчас, не будет возможно никогда. Даже если они завоюют Белый дом, обе палаты Конгресса, они ничего лучшего не получат, потому что всегда найдется целая группа демократов, которые все это поставят над всем этим крест. Напомню, что для принятия такого закона надо 60, преимущество 60, то есть набрать 60 голосов в Сенате, а такого, даже если республиканцы там будут иметь большинство, такого никогда не будет больше. То есть для этого нужен компромисс, и вот он сейчас есть. Республиканцы готовы на него. Одновременно, извините, начались учения Steadfast Defender, крупнейшие учения НАТО после окончания Холодной войны. В нем будут принимать участие 90, до этого писали еще месяц назад 40 тысяч, сейчас 90, причем из этих 90 большая часть будет из Соединенных Штатов Америки. Это невероятный воздушный мост будет образован, будет ввезено масса военного оборудования и оружия, которые там и останутся надолго. А учения, они продлятся до середины июня, после чего начнутся следующие уже другие учения, то есть нон-стоп. И это фактически ставит крест на той статье о якобы планах Российской Федерации, тайных планах, напасть на страны восточного фланга НАТО уже возможно в этом году. Значит, вот эти учения не ставят крест. То есть Россия уже выразила обеспокоенность, что эти учения могут привести к случайным столкновениям. Случайные несчастные случаи между российскими вооруженными силами и НАТО. Пусть держатся подальше
от границ НАТО, тогда все будет хорошо, иначе будет плохо. Третий важный вопрос. Парламент Турции на этой неделе должен проголосовать за утверждение кандидатуры в Швецию в качестве следующего члена НАТО. До этого положительно ответил на этот вопрос ключевой комитет турецкого парламента. Положительное решение со стороны Турции, как вы помните, она долго артачилась, обязано решению Соединенным Штатам пойти на, в общем, удовлетворить просьбу Турции и поставить ей партию новых F-16, а также кит или там дополнительное оборудование, наверное, скорее всего, это электронное оборудование, которое позволит модернизировать значительное количество F-16, которое имеется в Турции. Если Турция принимает это, то есть парламент голосует положительно, позитивно, а это ожидается произойдет, то Венгрия остается последним противником расширения блока в северных странах. Ну, я думаю, что на Орбана управу найдут. То есть понятно, что он представляет из себя представительницу древнейшей профессии, ее, так сказать, в современной политической инкарнации. И поскольку Венгрия отчаянно нуждается в деньгах, а эти деньги, по-моему, там около 11 миллиардов осталось евро, задерживаются Евросоюзом, думаю, управу найдут. После того, как Швеция присоединится, значит, получается следующая картина. В результате гениальных геостратегических операциях великого международного, не то что международного, великого стратега современности, я имею в виду бледную моль, кремлевскую, как вы поняли, наверное, граница НАТО и России приблизилась к границам России на расстояние как минимум 800 миль, и от страны НАТО теперь до ближайшей российской базы, военно-морской базы, это всего-навсего где-то час езды на джипе. Ну и кроме того, Балтийское море превращается в озеро НАТО. Это великолепный, конечно, результат мощного замысла Кремля, который, кстати, как вы знаете, подписал, то есть, я имею в виду, эту же бледную моль подписала указ о поисках объектов недвижимости и другой собственности Советского Союза и Российской империи за рубежом России, что вызвало подозрение у некоторых аналитиков, что теперь Россия может начать претендовать на свои владения в нынешних странах Балтии, Польши, наверное, надо понимать, Финляндии, а там, глядишь, и на Аляску замахнуться. Ну, пока вот они живут в этом иллюзорном мире для своей пропаганды, для своей быдломассы, в это время НАТО находится уже на расстоянии пушечного выстрела от Петербурга. Одновременно на этой неделе страны Евросоюза рассмотрят новый план создания нового механизма для выделения 22 миллиардов евро на производство и поставку оружия Украине. Помимо этого, 1 февраля будет рассмотрен вопрос о 50 миллиардах долларов, которые задерживает Венгрия, а также НАТО рассмотрит вопрос о создании нового механизма по увеличению поставок оружия, прежде всего амуниции, снарядов 155-го калибра, тоже для Украины. Ну, начнем, значит, с МакКоннелла. Почему он решился на такой шаг? Тут я вам расскажу инсайт, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Значит, в Соединенных Штатах, как и в многих других странах, помимо официальных, которые потом публикуются, опросов общественного мнения, проводятся еще так называемые закрытые опросы общественного мнения или неофициальные, из которых делаются важные выводы, но которые не публикуются. Так вот, согласно анализу вот этих опросов, расклад накануне президентских выборов в США следующий. Трампа поддерживает 30-40% сторонников республиканской партии. Но вообще, если взять
всех зарегистрированных людей, которые будут голосовать, то есть включить сюда еще демократов и независимых, то получается, что Трамп контролирует, вот как мне сказали, буквально цитата, где-то 10% Америки, то есть 10% общего количества избирателей. И он ультимативно потребовал от руководства республиканской партии, чтобы именно он представлял эту партию, был кандидатом от республиканцев на предстоящих президентских выборах. Шансов, если это произойдет, у него 50/50. То есть тут о какой-то невероятной, мощной, разгромной победе речь не идет. 50/50. Зачем это нужно вообще ему? Поскольку уверенности 100% нет. А это нужно ему, чтобы не попасть в тюрьму. Потому что у него выбор такой, он сам себя загнал. Или он становится президентом, и потом себя, если он будет осужден, потом он себя, если ему это разрешат и признают это законом, помилуют, или же все, или же тюрьма. Потом, значит, я дальше рассмотрю, какие шансы у него на это. Если же, согласно его ультиматуму, руководство республиканской партии не посылает его нафиг, а настроения там такие, потому что, согласно опросу общественного мнения, у той же Ники Хейли, если она выйдет в финал против Байдена, у нее больше шансов выиграть у Байдена. Если даже в некоторых штатах, допустим, Мичиган уже просчитали, там, правда, прогнозируют, что Трамп выиграет, но Хейли выиграет более уверенно, с большим отрывом. То есть есть смысл заменить Трампа на кого-то другого. Дальше опять я расскажу, что об этом думают состоятельные сторонники республиканской партии. Ну так вот, значит, Трамп пригрозил, что если его республиканская партия не выдвинет кандидатом, то он объявит себя независимым и все равно пойдет на выборы. Деваться ему некуда, иначе тюрьма. И он уведет вслед за собой вот эти 10%. Он проиграет в этом случае однозначно, но это его последний решительный бой перед тем, как сесть в тюрьму будет. Но в этом случае вот эти 10%, которых он с собой уведет, он их уведет вообще от республиканской партии. Это его, так сказать, ядреные сторонники. И в результате все республиканцы, конгрессмены, сенаторы, местные представители республиканской партии, которые будут переизбираться и выбираться в наступающих президентских выборах, все они как один пролетают. То есть это крах республиканской партии и каждого из представителей этой республиканской партии в Конгрессе США, которые должны избираться и переизбираться в этом году. И вот это лично мне открыло глаза на позицию так называемых рейганистов, прежде всего в Палате представителей, которые, помните, сколько было разговоров, заявлений, критики, официальных писем, демаршев там, с критикой Белого дома, Байдена о том, что медленно поставляет, пипечночные поставки, надо больше, дальше, глубже, выше. И где они сейчас? Никто из них и не пискнул. Сколько было шума по поводу, я имею в виду, в украиноязычном и русскоязычном интернете, ну, в основном в украинском интернете, по поводу так называемого документа республиканской партии, это план победы Украины. Я вам говорил, что эта бумажка не стоит той бумаги, на которой написано. И так оно оказалось. Потому что вот эти мощные и умные, твердые сторонники помощи Украине, это председатели комитетов по иностранным делам, Палаты представителей по разведке, по делам вооруженных сил, они рот боятся сейчас открыть для того, чтобы надавить на того же Джонсона, для того, чтобы на него надавить, чтобы он поставил вопрос на голосование. И вот это то, что я им говорю, этот ультиматум Трампа, он также объясняет позицию самого Джонсона. То есть республиканцы, они в Палате представителей понимают, что то, что они творят сейчас, ну, достаточно сказать, полгода, уже скоро полгода с начала нового финансового года. Они до сих пор не приняли бюджет страны на текущий финансовый год. То есть их перформанс, так сказать, результаты деятельности с избранием вот этого состава Палаты представителей вообще ужасающий.
И если они провалят вот этот законопроект по помощи Украине и границ, это опять-таки ударит по ним. Но они, как вот, понимаете, как, помните, «Книга джунглей», а даже лучше старый добрый фильм, по-моему, он индийский фильм, я его смотрел еще в детстве, «Маугли» назывался, там вот этот удав, который, раскрыв рот, шипит: «Идите ко мне». И там паршивые, маленькие, мерзкие обезьянки длинной очередью лезут к нему в пасть. Вот так вся вот сейчас республиканская партия, так она и выглядит. То есть Трамп фактически взял в заложники всю республиканскую партию и сделал ее заложником, которого он использует для того, чтобы не сесть в тюрьму. Ну и Митч МакКоннелл, которому терять нечего, он республиканец, 81 год, ему терять нечего совершенно. Вот человек занял принципиальную позицию и решил взорвать ситуацию. Посмотрим, что из этого получится. Ну, надо сказать, что, опять-таки, в лучшем случае, если Трампа выставляют от республиканской партии, считается, что 50% на 50. А если он идет независимым, то у него вообще никаких шансов нет. То есть борьба вот так вот, как говорят, это борьба американцы, cutthroat business, или это борьба, которая решается путем перерезания сопернику горла. Тем временем во вторник, то есть завтра, предстоят праймерис среди республиканцев в штате Нью-Хэмпшир. Они очень важны, и в том числе важны для решения вопросов, будет ли Трамп выдвинут от республиканской партии. И вот интересная информация по этому поводу, которая может повлиять на решение вопроса, кто будет, Трамп или Хейли. Значит, смотрите, какая ситуация. Против Трампа, то есть за Трампа вот эти 10%, это, как показывают опросы общественного мнения, это люди в большинстве своем, не имеющие колледжного образования, то есть средняя школа, то, что соответствует средней школе в Советском Союзе, в Украине, в России. И, наверное, плохо они закончили, потому что не пошли за высшим образованием. И депрессивные районы, то есть люди, у которых жизнь не удалась, но которые почему-то считают, что вот такой человек, как Трамп, которому эти люди, ну, совершенно до лампочки. Это тот человек, которого никто, ничто не интересует, кроме его самого. Но они решили, что это их спаситель, мессия, вот они за ним идут. Бизнес, большой бизнес, боится Трампа, то есть в том смысле боится, считает, что его совершенно непригодным для должности президента. Но их не удовлетворяет и Джо Байден, то есть они одинаковые для большого бизнеса. И тот, и другой примерно одного возраста, пора уже на покой. Трамп не в совсем нормальном психическом состоянии, потому что он одержим сейчас необходимостью победы. То есть человек в трансе, он как загнанная крыса, о которой предупреждал еще Путин, и одержим жаждой мести. И вот крупнейшие доноры республиканской партии, они до сих пор выжидают, на кого же поставить и куда положить свои доллары. Вот если сравнить сегодняшний момент вот этим выбором к началу января 2020 года, это предыдущие выборы, то получается, что вот в этом году крупнейшие доноры Уолл-стрита вложили в республиканскую партию около 20% всего от того, что они вложили в соответствующий момент, вот этот же момент в 2020 году. То есть из 8 крупнейших доноров только 2 поставили на карту, на кол, какие-то деньги. Остальные 8 ждут. И ждут, что покажет вот этот Нью-Хэмпшир. Если Хейли покажет существенно лучшие результаты, чем в штате Айова, то они могут сделать ставку на нее. Ну, вы знаете, что Десантис, он снял свою кандидатуру, и вообще крупные доноры республиканской партии, которые ставили на него на выборах, которые привели его к должности губернатора штата Флориды, они глубочайшим образом в нем разочарованы. То есть он оказался лузером, как они считают. Теперь, значит, их надежды на Хейли. Она считает, что она лучше была бы,
и лучше Трампа, и лучше Байдена. Что там сейчас происходит? Значит, предварительный опрос общественного мнения. Ну, среди республиканцев, вы понимаете, что праймерис – это только среди республиканцев. Трамп впереди среди республиканцев. Где-то он опережает, то есть у нее 38%. Это очень много по сравнению с тем, что она получила в Айове. Это чуть ли, ну, по-моему, там в 3,5 раза больше, чем в Айове она получила. Но Трамп ее обгоняет существенно. Но если посмотреть вот разбивку, сколько процентов каждый из них имеет среди различных категорий, становится ясно. Значит, Хейли с отрывом в 10% опережает Трампа среди людей с колледжным образованием. Она также опережает Трампа среди независимых, но и на них вся надежда, потому что 40% всех избирателей штата Нью-Хэмпшир – это независимые. Поэтому ждем с нетерпением, потому что если вот она получит хотя бы 38%, ей даже не надо выигрывать, тогда можно ожидать многомиллионные ставки или взносы доноров Уолл-стрита пойдут в ее сундук денежный, ну и ее компания может заиграть совсем другими красками. Но, значит, это вот то, что может, по идее, считаю, может остановить Трампа. Это второе дыхание в кампании Хейли. Причем, если посмотреть, в чем опережает Трамп, там тоже поразительно. Значит, более 50%, кто за него голосует, это люди, которые до сих пор считают, что он выиграл выборы 2020 года. Это после того, как десятки судов были в Соединенных Штатах на всех уровнях, которые однозначно подтвердили, что выиграл Байден. Это же подтвердил Верховный суд Соединенных Штатов, 3 члена которых назначены были самим Трампом. Это после того, как Fox канал, это главный рупор тогда был республиканцев, значит, он проиграл судебный иск на порядка $780 миллионов. 780 миллионов пришлось раскошелиться телеканалу за то, что он врал устами Такера Карлсона, что выборы выиграл Трамп. И вот после всего этого 51% сторонников Трампа в штате Нью-Хэмпшир, республиканцы, повторяю, они по-прежнему свято верят, что он выиграл эти выборы. Но это, да, это охлократия, я бы сказал. Вот что вырисовывается в качестве социальной базы сторонников Трампа. Но это, конечно, не значит, что все они такие. Да? Там есть люди, профессионалы, которые к ним относятся научные некоторые деятели, затем адвокаты, врачи, которые по всевозможным профессиональным соображениям считают, что они должны быть ближе к республиканской партии. Но вот основная масса – это то, что я вам сказал. Кстати, вот очень интересное наблюдение. Я вот проживаю в комьюнити, где очень много государственных служащих Соединенных Штатов, которые работают в Вашингтоне, в Пентагоне и всевозможных связанных с Пентагоном организаций, затем в правоохранительных органах, в различных структурах, связанных с внешней политикой. Традиционно все они были республиканцами. Все, до явления Трампа народу. Теперь все как один, они против. То есть они в ужасе от понимания, что может быть, если придет Трамп. И не только они, и не только они. Потому что на карту, собственно говоря, считается поставлена судьба Америки, может быть, всего мира, Европы там и так далее. То есть Трампа может остановить Хейли теоретически, затем его может остановить Верховный суд. Сейчас в апелляционном суде решается вопрос, имеет ли Трамп и может ли он иметь иммунитет за то, что он совершил, пребывая в должности президента, чего добивается он и его адвокаты. Ожидается, что апелляционный суд примет решение, нет, он не может иметь иммунитет, потому что накануне панел рассматривал этого же суда этот вопрос,
И все три судьи, включая один из них, республиканец, который был наиболее жесткий в отношении Трампа, они просто камня на камне не оставили от позиции его и его адвокатов. Ну а затем Верховный суд. Верховный суд будет решать этот вопрос. Затем, если Верховный суд не дает ему этот иммунитет, то вступает в силу, вот начинаются судебные процессы. Там их 4 судебных процесса. И как сегодня выступил бывший адвокат Трампа, это тот человек, который был в этих всех делах, и он сам оттуда ушел. Хитрый деятель, да? То есть он понял, и как сейчас это все комментируется, он понял, что дело проигрышное, что Трамп хоть одно из этих дел проиграет, а поэтому нефиг связываться с человеком, который обречен на приговор, на поражение, чтобы не портить свою карьеру. И вот он выступал в этот уикенд по телеканалу MSNBC, где он так и сказал, что там есть одно дело, это в Нью-Йорке, где дело рассматривается о том, что он совершал мошенничество или подлог для того, чтобы уменьшить налоги. Для этого он уменьшал свои доходы, которые он представлял, значит, государственным органам ИРС. А когда ему надо было получать кредиты, он, наоборот, надувал это все. Свои доходы доводил их до несуществующих уровней. Ну, это такое гражданское дело, бог с ним. А вот что касается 3 уголовных дел, там, значит, это обвинения против него были выдвинуты не просто там прокурором каким-то одним исследователем, а жюри. Это серьезно считается, это глаз народа. Будут рассматриваться жюри, и считается, что во всех 3 этих делах ситуация у него весьма и весьма тяжелая. Ну и, наконец, подельники Трампа. Один из них – это бывший помощник генерального прокурора Соединенных Штатов Америки по фамилии Кларк, который сейчас проходит вместе с Трампом по делу о попытке отменить мошенническим образом результаты выборов 2020 года. Это вот вся та же история, когда Трамп требовал чтобы соответствующие руководители штатов, официальные лица давали ложные показания или совершали мошеннические действия, чтобы изменить цифры результатов выборов. Так вот, значит, этот Кларк говорил, у него было интервью по поводу статьи 14 Конституции Соединенных Штатов Америки. Если вы помните, значит, эта статья запрещает человеку, который давал присягу на Конституции Соединенных Штатов, а потом совершил мятеж против Соединенных Штатов, этому человеку запрещает, он лишается права занимать выборную должность или вообще работать в каком-то официальном офисе. Я вам рассказывал подробно по этому вопросу, и уже 2 штата вот на этом основании, это часть 3 статьи 14 Конституции США, они сняли Трампа с пробега. Это Колорадо и, по-моему, штат Мэйн. Ну и пока, опять-таки, решается вопрос в Верховном суде, что дальше делать по этому поводу. Этот Кларк, значит, занял, а он тоже проходит по этому делу, ему тоже надо защищаться. Он занял следующую позицию. Он говорит, да вообще это не подходит ни к Трампу, ни ко мне. Потому что помимо части 3 этой статьи есть часть еще 5, согласно которой это не суд должен решать, даже не Верховный, а это должен решать Конгресс Соединенных Штатов Америки. То есть он вот так вот взболтнул это все, и народ тут же за это ухватился. То есть получается, что такой вариант, это один из вариантов, причем убийственный. Если происходят эти выборы, Трампа выбирают президентом, вот сейчас Верховный суд даст ему эту возможность, скажет, что 14 статья к нему не относится,
он избирается президентом Соединенных Штатов Америки, но в Сенате демократы сохраняют большинство, а в Палате представителей они завоевывают большинство. То есть, если они завоюют большинство в обеих палатах, они могут поднять вопрос о выдворении Трампа с должности на основании статьи 5, на основании части 5 статьи 14 Конституции Соединенных Штатов Америки, которая подтвердит, то есть в этом случае Конгресс подтвердит, что он нарушил эту статью и попросит его на выход уже с должности президента. Ну и, наконец, убийственную роль в судьбе Трампа вот сейчас уже играет, еще может в большей степени сыграть его собственный язык. Он же до сих пор не участвовал в дебатах. Ну, наверное, это имело смысл, он должен был показать, что он все-таки бывший президент, у него же кругозор. Как говорил, я помню, один из моих коллег, у него же опыта больше, понимаете, опыта-то больше, вот, чем у остальных кандидатов. Ну и те высказывания, которые он, изречения, которые он делал на непосредственных, на митингах непосредственной связи с избирателями, они как-то особо не освещались в средствах массовой информации страны. Ну а сейчас начали. И вот то, что он наговорил, начинает попадать в американские СМИ всего мира, и народ начинает трясти. Вот как в одной из статей написано журнала Newsweek. Высказывание Дональда Трампа, это последнее, это вот сейчас буквально, он высказался еще о Тайване. Так вот, эти высказывания вызывают ярость и беспокойство. Опять-таки, во время уикенда он выступал на канале CNBC, Fox, любимый канал. Это единственный крупный канал, который поддерживает республиканцев. Кстати, он рассорился. Мурдок, владелец этого канала, владелец Wall Street Journal, он очень поддерживал Трампа в начале его каденции, после 2016 года. Затем они разбежались, но канал по-прежнему поддерживал республиканцев. Сейчас они приглашают Трампа. Ну и, наконец, там в ходе этого интервью у него спросили, а как вот, если вы будете президентом, и Китай решит захватить Тайвань, вы придете на помощь или нет? Но он так витиевато ответил, что нам типа Тайвань – это страна, которая отобрала, украла у нас целую индустрию, то есть индустрию производства микрочипов. И теперь, значит, они вот такие супер, а эта промышленность у нас ушла, и вот так и все. То есть он не сказал, что мы придем, это же позиция Соединенных Штатов, которая с 1949 года, если я не ошибаюсь, является официальной в стране, которая была подтверждена уже после того, как произошло изменение в отношении двух стран во время президентства Никсона. А теперь он говорит, при чем здесь Тайвань, какие наши обязательства, если нас они вот так вот обидели. И народ так забурлил, понимаете, получается, это что ж такое? А Китай воспрял. И это вот последняя из капли всей этой лужи, которую он наболтал по всем остальным вопросам. По вопросу НАТО, по вопросу Украины, теперь, значит, в отношении Тайваня. То есть, если его сейчас послушать, вот что он собирается натворить во внешней политике, это просто ужас. Кстати, вот этот ужас нам рассказывал, как относятся представители крупнейшего бизнеса Соединенных Штатов Америки к Трампу, как президенту. Их убивает и его экономическая политика, и внешняя политика. Они говорят, нам нужна стабильность для развития большого бизнеса. Нам надо понимать, что он хочет. А мы не понимаем, потому что его невозможно понять. У него сквозняк в голове, то туда, то сюда, каждый день меняется. Нам понятно только то, что он собирается обложить весь импорт в Соединенные Штаты, прежде всего из Китая, на 10%. Тарифы 10%. Ну и он хочет ослабить, как все республиканцы, регулирование, касающееся экономики, промышленности в Соединенных Штатах Америки. Окей, это да, хорошо, мы можем тут приспособиться. Хорошо это или плохо, 10-й вопрос. Главное, что мы знаем, вот 2 стабильных фактора, что он собирается сделать. А все остальное – это просто кошмар. Просто кошмар, потому что это хаос. И вот, значит, это первый хаос. А второй хаос – это то, что он создаст на внешней арене, это внешняя политика, это внешние экономические отношения. То есть он опасен и для большого бизнеса. По этому поводу китайцы перепечатали статью
Reuters, международное западное агентство, уважаемое Reuters, которое изложило кратко программу Трампа на второй срок. Я вам сейчас зачитаю, очень кратко, статья подробная такая, что он собирается делать. Итак, главное, что он будет делать, следите за приоритетами. Первое – месть. Он будет мстить своим политическим противникам и будет мстить всему американскому государству, прежде всего его правоохранительным органам, затем там, разведка, контрразведка, Пентагон, наверное. То есть месть. Вот я вам скажу, если так пойдет, то на этом оно все закончится. Потому что на все остальное у него времени уже не хватит. А он действительно, он одержим местью, потому что он пережил много месяцев позора на вот этих всех слушаниях и так далее. Сейчас вот будет мстить. Затем, после мести идут торговые войны, которые никак не сделают американскую экономику процветающей, а народ счастливым. И, наконец, массовые депортации, которые, ну, опять-таки будут потрясать страну. Короче говоря, если все вместе взять, это разрушение основ американского государства, это вбивание клина, разделение. Вот от него пошло, до этого же не было. То есть Америка как-то была, особенно в области внешней политики. Республиканцы, демократы, был консенсус всегда. Он первый вбил клин в американском обществе, а теперь во втором он будет его расширять. Значит, его планы – наказать своих политических врагов, депортировать миллионы мигрантов и перестроить мировую экономику с помощью вот этих кредитов, о которых я вам сказал. Итак, торговля. Идея введения 10% тарифов. К чему это приведет? По его словам, это устранит дефицит торгового баланса. Окей, это хорошо. Но по мнению крупного бизнеса и экономистов, это приведет к росту цен для американских потребителей. Это однозначно, потому что прежде всего введут тарифы на импорт электронных изделий, тех же айфонов, прочих гаджетов, прежде всего из Китая или из других стран. То есть американцам и прежде всего его ядерному низкооплачиваемому избирателю придется затянуть пояса для того, чтобы купить очередной телефон, сделанный не в Китае, а уже в Соединенных Штатах Америки. И, наконец, это приведет к глобальной экономической нестабильности. Главная его мишень, как он сказал, это Китай. Это что касается тарифов, но, с другой стороны, вот я доложил его заявление по поводу Тайваня. Китай должен просто возликовать. И Китай начинает ликовать уже, что видно в средствах массовой информации. То есть такой перелом в подходе по важнейшему для Китая вопросу о Тайване, да, он стоит 10%, можно тарифы, черт с вами. Федеральная бюрократия, там ожидается что-то страшное. Переквалифицируется тысячи работников, для того, чтобы их можно было уволить. И тоже говорят, что это будет оспорено в суде. То есть американские суды, судебная система просто заклинит, она будет рассматривать вот эти 400 дел. Он поклялся уволить тех, кого он называет коррумпированными деятелями, которые занимают должности в сфере национальной безопасности, и искоренить своих политических оппонентов. Ну, тут надо иметь в виду, что тут, слава богу, есть в Америке система сдержек и противовесов. То есть его вот эти все намерения так могут и зависнуть в воздухе. Поэтому очень важно, как пройдут выборы одновременные в обе палаты Конгресса. То есть каждый государственный служащий пройдет новый тест на государственную службу, а тест создаст сам Трамп, который никогда не был на государственной службе и понятия не имеет о том, что это такое. То есть это вот ситуация, так, я вам говорил по поводу того, каким качеством должны обладать люди, которые приходят к управлению государством. Одна из главных, из двух, это профессионализм. Вот Трамп, он является ярким примером популиста, который фактически с улицы, он же даже бизнесменом по большому счету не был, не то что там политиком или государственным служащим. Его весь бизнес закончился на крахе его идей. Вот он построил несколько игровых казино, отелей, крупнейшие из них были тут недалеко, на побережье, на океанском побережье. Все это рухнуло. После этого американские банки все практически отказались давать ему кредиты, и тут грянули деньги по признанию его же сына старшего из Москвы,
грязные деньги в основном и так далее. А он стал представителем шоу-бизнеса. Была здесь вот программа Apprentice называется, это ученик, что ли, подмастерье, можно так, наверное, перевести. Он там участвовал в качестве жюри, где он произносил знаменитую фразу в конце каждого интервью с тем, кто приходил на интервью. You are fired, вы уволены. За это он заработал несколько миллионов долларов, приличную сумму, там, по-моему, где-то 140, что ли, миллионов. И его бизнес заключался в том, что он разрешал, кто-то строил, другие люди, другие компании в других странах строили отели Трамп, а он продавал им право повесить там табличку «Трамп». Вот и весь его бизнес. И вот теперь он будет, значит, создавать тест на то, каким критериям должны соответствовать государственные служащие. То есть это несчастное американское государство. Энергетика. Пообещал увеличить добычу ископаемого топлива в Соединенных Штатах за счет облегчения процесса выдачи разрешения на бурение на федеральных землях. Но это опять-таки вот для лохов, вот утверждение. Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире добытчиком нефти при администрации Байдена. Больше никто не производит, и не производит давно. Эта же администрация выдала огромное количество лицензий на бурение, сотни, если не тысячи, из которых до сих пор не используются по экономическим, финансовым и другим бизнес-причинам. То есть даже то, что выдали, не используется. И нам сейчас, выдавай, не выдавай, дополнительные, которые тоже не будут использоваться. То есть сверх того, что Америка уже производит, уже там далеко не прыгнешь. Поэтому это так вот лозунг, но не более того. Ну и насчет экономики я вам рассказал, что будет. Создание рабочих мест, снижение процентных ставок, будет бороться за снижение индивидуальных и корпоративных налогов для богатых. То, что он делал в первый срок. То есть ядерному электорату кажется, ну, денег напечатают, что-нибудь там повысит. Но опять-таки это не приведет к большому успеху экономики. Но самое главное, это, конечно, иностранные дела. Это критика поддержки США Украины, и он обещал закончить эту войну за 24 часа. Он утверждает, что Европа должна возместить Америке стоимость боеприпасов и той техники, которую за прошедшие 2 года Америка поставила Украине. Он говорит, что это все должна была поставить Европа. А поскольку она не поставила, то есть наверное, он догадывается, ему, наверное, сказали, что Европа поставила не меньше, а в общей сложности там еще, если все учитывать, то и больше, чем Америка. Он говорит, нет, но мы же военной техники больше поставили, а это вопрос вообще европейский, поэтому они должны нам возместить. Ну, чистой воды идиотизм просто. Ну и в конце концов кардинально пересмотрит цель и миссию НАТО. Goodbye, НАТО. До свидания. И направит вооруженные силы в Мексику для борьбы с наркокартелями. Но еще только этого не хватало Америке для того, чтобы ее вооруженные силы были направлены в Мексику и боролись там с наркокартелями. Вот такая ситуация. Китайцы просто в упоении все это, обо всем этом пишут и обращают внимание, что он не только свалит из НАТО, но и в Юго-Восточной Азии, что особо важно для Китая. То, что он делает, значит, что получится? Он должен отойти от поддержки Японии и Южной Кореи, а это же сейчас альянс они считают США, Япония, Южная Корея, что стоило этой администрации Байдена огромных усилий и большого длительного времени для того, чтобы сделать этот альянс для сдерживания Китая. В том же вопросе о микрочипах, потому что это 2 крупнейших производителя микрочипов, причем самых топовых, вместе с Тайванем. И вот их вместе сотрудничество необходимо для не поставки, для эмбарго на поставки этих новейших микрочипов в Китай. Трамп собирается это все разбить, раскурочить. Ну, китайцы считают, да, Япония, наверное, ближе сблизится с Кореей, Южной Кореей, что является беспрецедентной историей после Второй мировой войны, где они были врагами, после которой долго они были врагами. Вот. Но, тем не менее, с Японией и Южной Кореей без Америки Китаю будет легче справиться, чем с Америкой. Вот такая, значит, позиция Китая. Америка прежде всего, пишут китайцы, Америка
прежде всего, лозунг Трампа, вызовет беспокойство и неопределенность в отношении Южно-Китайского моря, Корейского полуострова и поддержка Украины. Но если беспокойство, Китай, там самая крупная страна, она справится с этим беспокойством в нужном русле. Партнеры Китая предпочитают ускорить укрепление сдерживания против Китая, России и Северной Кореи, но переходят к выжидательному режиму. Вот такая, господа, ситуация. Ну и я вам рассказывал, как адвокат Трампа, его зовут Джо Такопина, который предсказал, что Трампа, который сбежал из команды Трампа, потому что, как он сказал, Трампа, скорее всего, посадят. Так вот, пару комментариев специалистов, которые прочитали, услышали его интервью. Ни один адвокат не хочет представлять клиента, который, как чувствует этот адвокат, как уверен этот адвокат, будет осужден. Такопина спрыгнул с корабля, чтобы не представлять Трампа и не портить себе репутацию. Вот что, господа, я вам хотел сказать. Но, наверное, к следующему выпуску я отложу или перенесу вопрос о том, какие немедленные меры предпринимает Европа вот сейчас, и в том числе на этой неделе, для того, чтобы хеджировать, что ли, вот эти негативные тенденции, которые имеют место. Кстати, мне тут вопрос был задан одним из моих читателей, когда я рассказывал в предыдущем видео о том, что приезжала в Америку делегация руководителей Комитета по иностранным делам парламентов ряда стран ЕС и поставили ультиматум фактически Америке. Меня спрашивают, а нужна ли Америке Европа? Ответит ли Америка вообще? Важен ли для нее этот ультиматум? Ну, вопрос так. Значит, при Трампе, если он выиграет, но хотя я вам показал, сколько барьеров у него есть для того, чтобы этого не произошло, и что еще может произойти, чтобы выкинуть его, даже если он победит. Кстати, к этому не надо относиться легко, потому что это вот было у нас в разведслужбе понимание, такой человек-замазка. Этого человека, от которого надо всегда держаться подальше, потому что он обязательно попадет в какую-то чудовищную, идиотскую историю. И вот рядом с ним даже стоять нельзя. Так вот, с моей точки зрения, человек-замазка – это Трамп. Ну, думайтесь, ни одного президента в истории Соединенных Штатов не было, против которого дважды, против него было принято решение об импичменте. Импичмент состоялся. Он просто не был утвержден Сенатом, чтобы его действительно убрать. Но импичмент, решение принимает Палата представителей, было принято решение, то есть дважды. Больше никого не было, если я совсем не ошибаюсь. Это первое. Ну и во-вторых, ни одного президента точно не было, против которого было бы 4 уголовных дела и 91 пункт обвинения в тяжких уголовных преступлениях. То есть это стараться надо, просто стараться надо. Поэтому, если это самый страшный случай, просто экстремальный, если Трамп станет президентом, то Европа ему будет не нужна. Ему ничего не надо будет, кроме того, чтобы совершить месть в отношении своих, значит, того, кого он считает противниками. Но хотя, слава богу, есть, вот на этот случай, слава богу, есть в Америке система сдержек и противодействий. Еще один импичмент сделают, если понадобится. Вот. Ну, а у нас же еще целый год, и вот этот целый год, а Европа нужна вот так для Америки. И прежде всего она нужна Украине. И Европа проснулась. Можно точно сейчас сказать. Она долго просыпалась. Сейчас она проснулась, и сейчас даже Европа будет Америку. Надеюсь, вот я вам расскажу в следующем, что делает сейчас Европа. Рассматривает реально быстро крупные планы на много миллиардов долларов для поставок техники Украины. Ну и, наконец, вот один из результатов, наверное, поездки этого ультиматума. Митч МакКоннелл ставит вопрос на голосование о пакете помощи Украине для того, чтобы взорвать эту ситуацию и все это показать, что на самом деле происходит. То есть республиканцам, в том числе и рейганистам, не удастся отмолчаться. А то они сейчас хотят, понимаете, не испортить отношения с Трампом, не дай бог. И в то же время они не хотят представлять, плюнуть самим себе в лицо, наступив на то, что они рассказывали всему миру, Европе, Украине, о том, как они поддерживают Украину и что они для нее делают. Так вот, МакКоннелл хочет это все выставить сейчас на показ и заставить их посмотреть в глаза людям
и задать вопрос, кем вы хотите войти в историю? Жалкими червяками Трампа, его личинками, или же серьезными политическими деятелями. Вот что я вам хотел рассказать, дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разбит, и победа будет за нами. Кстати, дорогие друзья, воспользовавшись случаем, хочу поздравить Украину, моих слушателей из Украины, с Днем Соборной. Это вот то, что критически необходимо сейчас для страны. Соборность, единство, уверенность в своей победе, потому что все силы врага, основные силы врага и его союзников брошены сейчас на проведение психологической борьбы против Украины. Болтовня эта вся, эта грязь информационная вливается в уши о том, что надо сдаваться непобедимому Путину. Все это блеф, все это абсолютная чушь. Соборность – это великая вещь. Поэтому поздравляю с этим праздником. В частности, меня очень порадовало заявление Зеленского о том, что он намерен внести предложение в Конституцию Украины, разрешающее двойное гражданство этнических украинцев. И у меня, если это произойдет, я надеюсь, это произойдет, появляется возможность приобретения украинского паспорта второго гражданства, что я естественным образом согласуюсь с американским законодательством. Я буду чрезвычайно этому рад. Поэтому, дорогие друзья, желаю вам выдержки, мужества, соборности, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!